Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале «Около Канады». Меня зовут Ирина Пашинская. Я сегодня выехала в такую замечательную местность. Я проживаю в Альберте, в городе Калгари. И у нас тут близко вот такая красивая природа. Но сегодня видео будет не о природе, а о том, что случилось со мной, а точнее с моим бизнесом. К сожалению, мой бизнес прогорел, а это именно была фотостудия, которую я открывала в надежде на то, что я буду снимать как можно больше людей там. И, к сожалению, все сложилось не так, как я ожидала. И мне приходится закрывать свою студию. Возможно, я не слишком хорошо рассчитала риски и даже ушла в минус, что стало для меня неприятным событием, конечно. Вот. Но, насколько я поняла, что сейчас очень много тоже приезжих, которые пооткрывали свои какие-то места. Ну и я не вела расчет на то, что я буду эту студию сдавать или кому-то арендовывать. То есть у меня такой не было ни цели, ни рекламы даже. Я просто ее взяла и как бы для своей работы. Но оказалось, что это слишком дорогое удовольствие иметь определенное помещение только исключительно для своей работы, потому что помещение было небольшое, я даже и не рассчитывала его куда-то там предлагать кому-то. Но для меня его хватало вполне. Ну, закончились все эти зимние праздники, и в целом я приняла такое решение, что на данный момент я закрываю свою студию, а, собственно говоря, мой бизнес прогорает. И я, конечно же, заработала с него денег, но с учетом того, что впереди еще несколько месяцев, которые мне нужно выплачивать, то есть я должна выплачивать за аренду за это помещение, потому что нет такой возможности здесь арендовать какое-то помещение и просто за день сказать, что я выезжаю. Ты должен еще несколько месяцев платить. И с учетом того, что я должна буду платить еще аренду несколько месяцев, конечно, там будет какая-то работа, но уже не так активно, как перед праздниками. В общем, отчасти я не рассчитала, отчасти прогорела, да, к сожалению, вот. И нечего винить кого-то другого. Это мой первый такой бизнес в Канаде. Да и все не так сильно сладко да гладко. Ну и как оказалось, также, знаете, любой бизнес требует очень больших вложений и огромные расценки на рекламу. Действительно, чтобы запустить какой-то рекламный маркет, там это будет стоить $100 на пару дней, 4-5 дней. Это я говорю про Инстаграм. Я даже не пользовалась никогда Фейсбуком. Вот. Короче, поэтому у меня такие сегодня больше негативные новости. Сложно, ребятки. Поэтому я сейчас думаю о том, чтобы устраиваться куда-то еще дополнительно. Может быть, на какие-то простые работы, потому что все это нужно как-то выплачивать, и это не вот так вот делается. Это все-таки определенные суммы, да, аренда стоит $1500, да, и плюс нужен еще дополнительный заработок, помимо того, что я должна выплачивать аренду. Ну, то есть, конкретненькие такие суммы, и вот я думаю, что мне сейчас делать. Идти на уборку, идти, возможно, на какую-то очистку снега или, я не знаю, что-то, какие-то такие простые работы, или на Uber Eats сесть работать. Что вы посоветуете? Мне интересно с такой ситуации. Я, как видите, стараюсь позитивно все это воспринимать. То есть бывают сложности, бывают, так сказать, подъемы, бывают закаты. Смотрите, кто-то вон рыбачит, рыбу ловит. Я подходить туда не хочу, скользко, жутко. Ну, поставили себе палатку люди и рыбу вылавливают прям вот, так сказать, и поспать, и поесть, и отдохнуть. Иногда думаешь, вот оставить все это и переехать. Не, сюда даже и переехать не хочется, потому что жутко холодно. У меня уже руки замерзли. Вот, ребятки, с такими новостями я к вам сегодня пришла. Хотела бы вам сказать, что не все в жизни бывает сладко да гладко, особенно в эмиграции. И даже несмотря на то, что мне говорят, что очень много, как бы должно пройти много времени, станет легче и так далее. Ну, по всей видимости, нет. Не происходит так, еще с учетом того, что мой английский не вышел на какой-то хороший уровень. Я говорю иногда как какой-то поломанный солдатик, вот, и легче прям сильно не становится. И я думаю, так у большинства людей, хотя, может, есть какие-то исключения из правил, где люди счастливые и прям с самого первого начала приезжают с какими-то вложениями и так далее. Но это сложно. Вот. Так что кто порадуется, кто погрустит вместе со мной. Ну, вот такая сложилась у меня ситуация. И теперь я буду вот дальше снимать свои видео относительно того, как будет проходить моя жизнь, как я буду выискивать работу, да, и буду вас держать в курсе. Может, вместе потаксуем. Ну, точнее, таксовать нет, у меня машина не подходит под такси.
но подходит под Uber Eats. Может, под Uber Eats с вами вместе. Я вам покажу, как это тут выглядит. Короче, нелегка жизнь в Канаде. Многие мне говорят, пишут, типа, загнивающий Запад. Все равно ничего там не получится, ничего хорошего тут нет. И у меня иногда тоже возникают мысли, а может, все это, и поехать в Крым, в родной. Там тоже горы, не такие большие, но красивые. Вот. Как вы думаете, где лучше все-таки жить? Стоит ли возвращаться в места столь отдаленные, но близкие душе? Или все-таки стоит бороться дальше, несмотря на все эти минусы какие-то, неполадки, какие-то недостатки, какие-то финансовые трудности? Будет мне интересно послушать ваш ответ, какой-то жизненный опыт, чтобы мне посоветовать, потому что советоваться мне особо не с кем, честно говоря. У меня все на месте всегда сидели почти, и какого-то прям большого совета я ни от кого не жду, да и мешать никому не хочу. Поэтому, ребятки, вот такая ситуация. Такое немножко какое-то грустное видео получилось. Вы простите, я просто пытаюсь показывать все как есть. Ну а вам, как всегда, огромное спасибо за вашу поддержку, за ваши слова хорошие. Я буду держать вас в курсе и здесь в больших видео и в коротких шортсах на YouTube. Так что ловите меня тоже еще в Instagram, ссылка в описании, и на ТикТоке. Я тоже там отправляю свои видео. Ну и, конечно же, сторис. Ребятки, спасибо вам огромное, что были со мной. Сегодня поделилась с вами вот такими вот не мелочами, а крупными изменениями в своей жизни. Ну и спасибо вам. До скорой встречи. Пока.